Двое основателей приюта для животных возвращались домой после очередной смены, на которой они мыли, кормили, гладили и фотографировали собак и кошек, которые пока не нашли свой дом. Машина ехала по шоссе в полной темноте, и только свет фар выхватывал небольшой участок дороги из мрака. И вдруг в свете фар Ридл и Акаш увидели нечто странное, что-то, чему не было места на ночной дороге. Посреди оживленной трассы лежало тело. Это была рыжая собака, и в момент, когда волонтеры увидели ее, их сердца разбились, а нога Акаш сама нажала на тормоз. Она бросила машину на обочине и выскочила на проезжую часть, а Ридл вслед за ней. Им не нужно было ни слова, чтобы прийти к пониманию, они не могут оставить ее так. Пока они спешили к телу, мимо них пролетел автомобиль, прямо по собаке. Акаш подошла ближе и наклонилась, чтобы поднять тело. И тут случилось то, чего никто из двоих не ожидал. Собака открыла глаза и моргнула. Акаш закричала: «Он жив!» Это был по-настоящему захватывающий дух момент, счастливый и ужасный одновременно. У собаки была рана на голове, скорее всего, ее сбила машина, и именно из-за этого бродяга лишилась сознания. Но важнее всего было то, что она выстояла, была жива и пришла в себя. А благодаря счастливой встрече с волонтерами индийского приюта, у нее появился шанс на спасение. «Мы подобрали пса и привезли на станцию ветеринарной скорой помощи», — сказал Поливал. «Мы очень хотели спасти ему жизнь, ведь то, что он сделал, было настоящее чудо». Так пес получил свое имя — Чудо. Он показал себя настоящим бойцом. Даже ветеринары не были уверены, что он оправится после перенесенных травм. Но имя сработало еще раз, Чудо пошел на поправку. Медленно, но верно, день за днем, особому подопечному Картаве СРСАРТи становилось лучше. Тело крепло, а креп и дух. Постепенно стало ясно, что Чудо не только стойкий боец, но и настоящая душа компании. На его морде постоянно была улыбка, которая успокаивала и наполняла радостью людей, которые о нем заботились. Пес был подростком. Как казалось Акаш и Ридлу, самым милым собачьим подростком в мире. Обычно владельцы приюта ищут бездомным собакам новый дом, но только не в случае с Чудо. Едва они увидели эти трогательные висячие уши, эти карие глаза и эту морду, расплывшуюся в улыбке, они уже знали, что Чудо нашел свой новый дом. «Он наш навсегда», — сказали собачьи спасители. Так бывшая бездомная собака практически переродилась, чтобы прожить новую счастливую жизнь с любящей семьей.